Всем привет! Третья серия нашего блога «Бизнес на пару». И в этой серии меня будет очень мало, потому что Николаевич расскажет про то, как работать с китайскими поставщиками. Груз из Китая — это грязное дело. Перевозчики попадаются, словно говноделы. Всех поставщиков на рынке Китая можно разделить, условно говоря, на три категории. Первое — это топовые заводы, производители девайсов, такие как Vismic, Joyetech, UD, Lotofo и так далее. Таким заводам вы интересны только если вы готовы брать хотя бы на несколько миллионов рублей в месяц. Если меньше, вы, конечно, можете попробовать с ними поработать. Некоторые вас просто отошлют и отправят к своим дистрибьюторам, некоторые, возможно, с вами поработают. Но, предположительно, вы не получите лучшие из возможных условий. Вот. Вторая группа – это агенты, так называемые китайские. Это торговые компании, которые работают со всеми или практически со всеми поставщиками. У всех все скупают, имеют свой собственный склад, работают под заказ и готовы обеспечить вас чем угодно, любыми товарами из категории электронной сигареты и сушителями связаны. Вот. Я думаю, что это наиболее интересная для вас категория, на которой стоит остановиться. Сейчас этих поставщиков великое множество. Я хотел бы остановиться на двух, которые я отобрал как наиболее надежных и наиболее крупных, которые могут дать вам наилучшие цены. Это Elego и Heaven Gifts. Потом снизу будут ссылочки. Вот. Значит, с этими поставщиками можно и нужно работать. Вы регистрируетесь на сайте, получаете личного менеджера и начинаете с ним общаться. Они присылают вам прайс-лист с количествами, с ценами в зависимости от количества, сколько вы берете. Вот. Но нужно понимать, что вы всегда можете поторговаться. Желательно, чтобы ваша торговля была еще обусловлена каким-то аргументом. Типа того, что сейчас мы возьмем чуть-чуть, но мы только открываемся, а завтра будут золотые горы. У китайцев, конечно же, есть прививка от таких рассказов, но на какие-то подвижки, если вы будете хорошо общаться, они пойти могут. И есть еще третья категория поставщиков, это производители и продавцы клонов. Тут немножко все сложнее. Понять, кто поставщик, а кто производитель, очень сложно. Плюс компании, которые нацелены на то, чтобы подделывать чужие бренды, они изначально такие как бы не очень чистые, поэтому с ними нужно держать ухо востро. Могут что-то в заказ не доложить, могут долго очень производить и присылать, могут прислать в такой упаковке, что у вас по дороге просто все друг об друга обкоцается и придет в нетоварный вид, а потом скажут, что извини, надо было самому думать. Вот. С этими ребятами нужно поосторожней. Плюс качество клонов очень сильно различается. Если некоторые устройства практически как оригинал или даже лучше, а некоторые это такое фуфло, что вообще использовать невозможно. Клоны китайских девайсов, они, на мой взгляд, не нужны, потому что подделывать подделку сомнительное удовольствие. Вот, и они и так достаточно дешево. А вот американских девайсов клоны действительно требуются, поэтому, скорее всего, с клоноделами придется тоже поработать. Ниже я оставлю контакт компании, которая, на мой взгляд, более-менее нормально работает и по обслуживанию, и по качеству самих девайсов. Значит, как передать деньги в Китай? Есть несколько способов. Самый простой, и практически все китайские компании с удовольствием принимают деньги таким способом, это Western Union. Из минусов вы можете за раз перевести не больше 5000 баксов. Если вам надо больше, вы берете своего друга Рому, свою сестру Машу, своего папу Ивана Васильевича, идете всей бандой, переводите 20, 30, 40, не знаю сколько. Не знаю, где там лимит и когда к вам начнут относиться с подозрением. Вот, но 1020 по практике точно можно таким образом перевести. Если у вас, не знаю, в городе нет Western Union, или он очень где-то далеко, и вам неохота туда ездить, или вы вообще не любите никуда ездить, есть второй способ. Вы можете завести себе банковский счет, например, в Альфа-банке или в БКС, это просто там, где у меня они есть. Вот. И через личный кабинет вы сможете обменивать, во-первых, валюту по выгодному курсу, во-вторых, также до $5000 вы сможете со счета на счет переводить. Но тут будет процесс занимать от суток до 3-4, потому что тут все действует по классическим банковским правилам. Вы должны до 3 часов дня отправить платеж, он должен уйти. На следующий день он зачисляется получателю, как правило, иногда через день. Вот. Плюс китайцы, у них тоже проблемы с валютным регулированием. Как правило, они дают вам не свой счет, а счет какой-то там своей подставной компании в Гонконге или что-то типа того. Также
не все, но многие китайские компании принимают PayPal. Не знаю, нужно ли рассказывать, что такое PayPal, я думаю, можете в интернете ознакомиться. Но кратко суть в том, что вы привязываете свою карточку к определенному платежному сервису, банковскую, любую кредитную или дебетовую, и с нее идет списание и достаточно безопасным способом, потому что PayPal не светит продавцу ваши данные карточки. Мы готовы к сотрудничеству, и если вы хотите что-то вести из Китая, мы можем объединяться, тем самым получать большую скидку от поставщика, например, мы будем. Мы, конечно, какой-то будем интерес свой учитывать при этом и водить вместе. Ну что-то такое. Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал, и в следующей серии вы узнаете, как работать с логистикой, как доставить товар, который вы уже сказали, из Китая до вашего магазина.